Лидер эскадренных миноносцев «Ташкент», почти крейсер итальянского проекта, быстрый крупный корабль своего класса. Вы видели содержимое упаковки, а это схема окраски. Днище темно-зеленое. Я хочу сделать его темно-красным. Палуба корабля темно-серая, это вот ватерлиния, которую я делать не буду. Так, вот она, ватерлиния. А что там в инструкции? Это небольшой корабль, который можно собрать всего за несколько дней. Надо сказать, что корабль неплохо детализирован, но на схеме отсутствует, например, леерное ограждение по бортам корабля. Шлюпбалки, которые можно установить двумя способами, и я выбрал классический вид, когда шлюпбалки стоят прямо. Странно написано название у корабля через букву Z, редкая ошибка для трампетера. Рамка с деталями фототравления блестит на солнце. Я начинаю работу с конца инструкции. Страница 12, последняя, сборка подставки. Так удобнее, поверьте, опытному моделисту. Детали на белом листе. Мне необходимо отделить 4 детали от литника для повышения скорости видео. Я не буду показывать, как я их зачищаю каждый раз, но здесь я это показываю. Я работаю наждачной бумагой, подставочка собрана. А я займусь прочими деталями. Каждый раз я показываю, что я делаю. Я отрезаю все перемычки, детали и литника, кроме одной. Так удобнее и быстрее красить. Вот. Большой мостик для ПВО. Здесь 6 перемычек, а я опять оставляю одну. Очень рекомендую вам делать именно так. Я сейчас удаляю остатки пластикового литья. Вот, а это будет надстройка корабля. Вот она. Я отрезаю эту деталь и буду красить надстройку отдельно. Вал корабельного винта. Здесь есть заусенцы, которые мне необходимо убрать. Я действую кусачками, а затем я буду использовать наждачную бумагу с маркировкой 16H. Это жесткая наждачная бумага. Затем я буду использовать очень мягкую наждачную бумагу класса 2.0. И вам советую всегда работать двумя видами наждачной бумаги. Вот я шлифую поверхность. Вот здесь получилось ровно и красиво. Посмотрите, пожалуйста. Я использую такое хранилище для мелких деталей, отделенных от литника. Детали здесь вместе и не теряются. Лодки, плоты, винты корабля, прочие детали. Это удобно. На днище корабля 2 заусенца. Мне нужно убрать их. Сейчас я это сделаю. О! Это схема окраски Ташкента. Мы посмотрим подробно. Для корпуса предлагается цвет RIM78 светло-голубой, который выглядит как стандартный скучный серый. Я хочу найти цвет, который соответствует вот прозвищу Ташкента, голубой крейсер. Нейтральный серый для палубы у меня есть, а для днищ я покрашу в темно-бордовый цвет How Red. Вот этот Light Blue. Просто у меня нет соответствующего темно-зеленого цвета. Его давно нет. В общем, я нашел RLM65 светло-голубой. Этот цвет гораздо ближе к оригинальной покраске корабля. Ташкент будет как настоящий нейтральный серый. Цвет соответствует требованию схемы. И я шлифую поверхность днища корабля. Получается хорошо. Вот корпус корабля. Я решил, что ватерлинию делать не буду, потому что у эсминца слишком тонкий корпус и довольно сложная форма. Я не буду делать, как делал всегда, я не стану клеить валы и винты корабля на днище сразу. Именно от того, что эти детали очень тонкие и будут повреждены защитной желтой лентой. Вот. Здесь необходимо наложить эту широкую ленту. В ускоренном темпе я буду показывать, как это делается. Я буду красить днище корабля в первую очередь. Края ленты я загибаю внутрь корпуса эсминца. Сейчас покажу, как я это делаю. Лента должна очень плотно прилегать к бортам. Вот так. А теперь я отрежу ленту здесь. Ну, края ленты загнуты внутрь, все выглядит идеально. Мои последние движения я закончил с приклеением защитной ленты. Вот окрашенное днище корабля. Мне кажется, с этой краской проблем нет. Я только что покрасил вот эти детали, которые я приклею чуть позже. Желтая лента прикрывает окрашенное днище эсминца.
Я аккуратно приклеил ленты и с одной и с другой стороны буду красить борта корабля. Вот так. Я наношу краску издалека, чтобы не образовались потеки. Вот тут надо добавить слой краски. И левый борт тоже будет окрашен. Вот так, я демонстрирую левый борт. Эта краска ложится отлично, хотя сегодня мне мешает ветер. Вот здесь нужно добавить краски на корму эсминца. А вот эта палуба корабля, которая заливается в нейтральный серый цвет. На самом деле это очень темный серый цвет. На носу корабля нужно добавить краски. Вот борт. Должен остаться светло-серым. Палуба высохла, краска лежит отлично. Я положу деталь, окрашенной стороной вниз, и нанесу серую краску на борт надстройки. Ну и пора мне снять защитную ленту с днища корабля. Вот так. Я снимаю ленту и сразу вижу изъян в покраске. Это некрасиво. Я буду исправлять это кистью, как всегда. Кроме этой точки проблем я не увидел. Корпус корабля покрашен ровно и даже красиво. Мне пора окрасить литники. Здесь подставка для корабля и детали фототравления. Вот это мостик, ПВО. Я вынимаю детали из литника, обрабатываю наждачной бумагой. Поверхность будет нейтрально серой, как и палуба. А вот другие детали. Большая часть деталей красится в светло-серый цвет. Я ставлю окрашенные литники так, чтобы краска высохла. Вот, я покрасил литник. А теперь я крашу трубы корабля. С обратной стороны их красить вот не надо, здесь не надо. Далее по плану окраска фототравлений, настроек корабля. Вот это делается аккуратно и со всех сторон. Металлические детали нуждаются в нескольких слоях краски. Я воспользовался темно-серым цветом. Сейчас покажу как. Вот. Здесь и здесь. А это подставка, и она должна быть черной. Ну вот я и покрасил подставку. Страница номер 3. Я пока не склеил корпус корабля, я только показываю, как это должно выглядеть. Сейчас мне необходимо заняться винтами корабля и прочими деталями на днище. Вот и перо руля тоже будет здесь. Так, я наношу клей, делаю это аккуратно. А затем устанавливаю основную палубу корабля. Я вижу маленькую щель между бортом и палубой, поэтому я прижимаю детали с помощью резинки. Да, передняя часть палубы эсминца вместе с низкой надстройкой. Клей нанесен, пора устанавливать эту деталь. Вот так, палуба установлена. И я опять прижму края резинкой. Это валы корабельных винтов. Это фиксирующие части с подшипниками внутри. Вот надеваю. Здесь мало деталей и работать нетрудно. И я устанавливаю перо руля. Это не просто, здесь стоит применить силу. А винт удобно красить на зубочистке, я говорил это неоднократно. И я надеваю винты на зубочистку с обеих сторон. Я часто говорил, что любые золотые краски ложатся плохо. Это неудобная краска, мне всегда приходится класть по нескольку слоев. Вот я закончил, выглядит красиво. Почему эти винты всегда золотого цвета у моделей? Я видел корабельные винты, там просто не окрашенный металл. Вот винты установлены на эсминец. Страница номер 4. Тут работы совсем немного. Мне нужно собрать и установить 3 торпедных аппарата, мелкие детали на носу корабля и 4 пулемета ПВО. Ну, конечно, и якоря. Якоря я крашу в черный цвет. Вот. Сейчас я занимаюсь окраской якоря. А это воротки, очень мелкие детали. Тут я работаю скальпелем.
Сейчас мне нужно собрать все мелкие детали и разложить их на чертеже. Очень тонкая работа. Вот эти детали. Я всегда раскладываю эти детали на чертеже. Вот это мелкая деталь. Это очень тонкая работа. Ее нужно скорректировать. Ее нужно подвинуть пинцетом. Далее будет круглое основание для торпедных аппаратов. 3 ствола с торпедами калибра 533 мм. Вот они. В основании отверстия и штифты не одинаковые, и у вас не получится склеить эти аппараты неправильно и спутать их стороны. Торпедные аппараты не очень детализированные, эта модель вся такая. Ташкент получится хорошо сделать даже малоопытному моделисту. Вот мелкая деталь сверху, и все готово. Торпедные аппараты собраны, теперь я займусь носом корабля. Детали уже готовы, но сначала якоря. Якоря здесь устанавливаются непривычно. На носу эсминца несколько тонких мелких деталей. В основном эти детали относятся к якорям и цепям. Кстати, жаль, что самих цепей у Трампетера нет. А далее будет установка ПВО по бортам. Всего будет 4 пулемета. Вот на носу корабля все установлено. А касаемо этих ПВО пулеметов. Я не совсем понимаю, что здесь пытался изобразить Трампетер. Немного позже. Об этом я устанавливаю 3 торпедных аппарата. Согласно схеме аппарата зафиксированные крутиться не будут. Далее, после надстройки, ближе к корме корабля будет приклеены 2 лебедки. Вот одна и вторая, и я их показываю. Итак, 2 пулемета ПВО. У Ташкента в оригинале были ДШК и 37 мм пулеметы. И те, и другие были двухствольные. У этой модели какие-то упрощенные пулеметы. Страница номер 5 и важная работа, сборка дымовых труб, надстройка корабля. Очень удобно работать дозатором клея производства Revell. Дозатор идеально соответствует ширине вот этой прорези. Мостик устанавливается на надстройку. Надстройка устанавливается на базовую часть. Вот так. Впереди на надстройке круглое основание и вот этот бронелист. Снизу круглые детали кронштейны поддержки. Я корректирую их пинцетом после того, как установил. Вот так. Раз. Теперь мне необходимо отделить от литника дымовые трубы корабля. Я удаляю заусенцы кусачками. Один опытный моделист мне сказал, что самое главное в нашей работе — это очень дорогие кусачки и пинцет. И небольшая обработка с помощью наждачной бумаги. Я склеиваю дымовые трубы с внешней стороны передней трубы корабля. Я приклеиваю 2 одинаковых патрубка. Вот вы видите. Далее будет тонкая сетка, которую мне нужно установить на дымовую трубу эсминца. И я выгибаю эту сетку в виде полусферы и приклеиваю. А вот так деталь выглядит в инструкции. На этой надстройке 4 дальномера разного вида и 2 пулемета. Я их сейчас устанавливаю. Вот так, в свои отверстия. 2 крупные детали соединены, мне пора заняться верхней частью дымовой трубы. Я приклеиваю вот эту деталь сверху и демонстрирую вам основную настройку корабля. Далее шлюпки, катера и спасательные плоты эсминца. Вот этот нейтрально-серый цвет, согласно схеме окраски борта плотов, должны быть именно такого цвета. Вот, вы это видите, а я склеиваю корабельные шлюпки. Вот так. И теперь вы видите, что и плоты, и лодки, и катера эсминца полностью готовы. Через неделю ровно будет 2-я серия. Видеоряд сопровождал марш ВМФ СССР «Матросская слава».
А с вами был я, Артизан Мороз, на чем с вами и прощаюсь.